Всем хайос, с вами как всегда я, Туманов, и сегодня у нас обзвон на старший состав УМВД на проекте Black Russia, где я снова же буду проходить обзвон за своего подписчика. Если тебе нравится такой контент и ты хочешь видеть его намного чаще, то тогда обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Но мы начинаем, поехали! Здравствуйте, уважаемые кандидаты, вы попали на обзвон на пост старшего состава УМВД, пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе. Меня зовут Руслан, мне 14 лет, живу в России, у меня московский часовой пояс, из занятий, только учеба, а так на Black Russia. Хорошо, ознакомлены ли вы с РП терминами? Да, конечно, ознакомлен. Хорошо, что такое ТДМ? ТДМ это массовая ДМ. Демонстрацию экрана включите. Включил. Так, хорошо, ТДМ это, как вы сказали еще раз? ТДМ это массовая ДМ. Хорошо, что такое ЦК? Это убийство по РП. Что такое ФЦК? Это фракционное убийство. Назовите РК в 3 видах. Возвращение на место, где тебя убили, убийство с целью мести и неоднократное намеренное убийство одного и того же игрока. Что такое ПГ? Power Gaming. Также хотел вам сказать, что я играю на чили и хотел бы пригласить вас на этот сервер. Обязательно вводите мой ник Виталий Туманов в поле пригласившего вас игрока. Ну а также не забываем вводить на 2 уровне мой промокод #Туманов, который даст вам бонус для легкого старта. Ознакомлены ли вы с чатом департамента? Да, конечно, знаком. Для чего нужен чат департамента? Для чего он служит? Он используется для коммуникации между всеми госфракциями, для уточнения каких-то вопросов, для проведения совместных мероприятий, такие как тренировки и не только. Также для занятия госволны, для того, чтобы проводить собеседование во фракцию. Думаю, что все. Так, хорошо. Что запрещено писать в чат департамента? Запрещено писать ООЦ информацию, информацию из реальной жизни. Смешивать ООЦ и IC информацию, рекламировать что-то запрещено. Также розжиг конфликтов, какие-то оскорбления, использование ненормативной лексики. Запрещено капсить, исключение, если это тег твоей организации или чужой, вроде все. Хорошо, ознакомлены ли вы с нашими отделами фракциями? Знакомлен. Чем занимается отдел Следственный комитет? Он как производит расследование, если в 2 словах. Готовит, в общем, планы для поимки ООП, то есть особо опасных преступников, если быть точнее. Занимается патрулированием, задержанием преступников, все вроде. Хорошо. Следующий отдел ОМОН, чем он занимается? Но они занимаются, самое такое важное, это облавы, если быть точнее, облавы, то есть это производят захваты, особо опасных преступников, участвуют в ФСБ. Так, ознакомлены ли вы с РП ситуацией? Да, конечно, ознакомлен. Так, это хорошо. Вы увидите сотрудника на миникарте, и он едет по полям. Что вы сделаете? Каковы ваши действия? Так, миникарта, оно не относится к РП-процессу, это нон-РП будет. Если я к нему подойду в РП-процессе, я его просто не увижу и поеду дальше, все. Если вы хотите, чтобы я также прошел за вас обзвон, то напишите мне, пожалуйста, в ВК ВЛС, ссылочка в описании. Я пройду за вас абсолютно любой обзвон. И на пост хелпера, и на пост администратора, и на старший состав, и на пост лидера. На кого угодно. Так что напишите мне в ВК, я с радостью пройду за вас абсолютно любой обзвон. Хорошо, вы проснулись на крыше или не знаю где, и к вам подходит бандит и говорят: выполняйте мои требования, иначе же я вас убью. Что вы будете делать, ваши действия? Моя жизнь мне очень дорога, я буду слушаться его, выполнять все его, что он мне скажет, то есть скажет отойти, что-то сделать и так далее. То есть я буду это выполнять, потому что не хочу быть убитым или покалеченным и так далее. Хорошо. Вы идете по березовой роще, на вас падает яблоко. Что вы будете делать, каковы ваши действия? Так яблоки не растут на березах. Хорошо. Давно искали шаблон для обзвона на старший состав УМВД? То у меня для вас хорошая новость. Специально для вас у себя в телеграм-канале я оставлю ссылочку на установку специального файла с шаблоном. Если что, ссылочку на свой телеграм-канал я ставлю в описании. Заходим, подписываемся и устанавливаем файл. Вы идете по мосту, и перед вами выскакивает собака. Каковы ваши действия? Тут как угодно можно ответить. Ответ будет засчитан, допустим, если я отвечу, что нету собак на Black Russia. Но это
не ПРП, да, будет, если я так отвечу? Как хотите, отвечайте, я, то есть, Ну, никак потому не что помогу. каждый там по-своему считает. Отвечайте, как хотите. Но если бы они бы были бы, то тогда бы по-другому я бы ответил. То есть, тогда бы я бы уже сказал, что я бы делал бы в этой ситуации. А так, то есть, если их нет, то тогда отвечу, что нет собак на проекте. Хорошо. Вы делаете строй и видите, как ваш сотрудник стоит на крыше и отыгрывает ПРП, а именно я бабочка, я умею летать. После этого спрыгивает и умирает. Какой РП-термин он нарушил и что вы сделаете? Нарушил он ПГ, Power Gaming, то, что я уже ранее вам отвечал. Вообще, Power Gaming это когда игрок изображает из себя супергероя. Это когда человек превышает свои способности. То есть, допустим, вот пример. Тот же игрок спрыгнул с высокого этажа, упал и вскочил и побежал дальше. Вот это называется ПГ. Вот. За это вообще нужно уволить по профнепригодности. К вам подходит на собеседование, подходит, то есть сотрудник и говорит, что он принят, но при этом у него варн. Что вы будете делать? Каковы ваши действия? Попрошу у него еще раз паспорт по РП, он мне покажет его. Я скажу, извините, но у вас отпечатка в паспорте. Все. Хорошо. Ознакомлены ли вы с пресс-центром? Да, знаком. Как вы будете занимать госволну? Ну, для начала пишу команду /d, открываю квадратную скобочку, указываю там свой ЕТЭГ организации УМВД, закрываю квадратную скобочку ТУ, открываю квадратную скобочку, выделяю все госорганизации, то есть all, закрываю квадратную скобочку, двоеточие, пишу свободна ли госволна, ну, допустим, на 17:05. Если мне никто в течение 2 минут не отвечает, я повторяю это сообщение в чат. Никто не отвечает, пишу следующее. Так как ответа не услышал, занимаю госволну на 17:05. Дальше, перед этим, мне нужно рассказывать, как я буду заполнять /news перед собеседованием, то есть перед тем, как начну вещать, или это не обязательно сейчас? Да, говорите. Хорошо, говорите. скажу на всякий случай. Обязательно перед тем, как начну вещать в госволну, нужно заполнить /news. То есть там будет несколько пунктов. Вот команда пишу /news и заполняю там 4 пункта. То есть первый пункт это название. Ну, название куда? То есть собеседование в УМВД. Дальше. Там будет, в общем, список из доступных, ну, то есть время будет. Вот, нужно будет выбрать. Потом описание этого собеседования. То есть следует указать минимальные критерии, там, какие, что нужно, там, паспорт, лицензии, там, опрятный вид и так далее. И последний пункт, 4, это уже место прохождения данного собеседования указать. Потом, когда начинаю вещать, я, получается, ну, пишу снова же там УМВД, ТУ, ОЛ, двоеточие, пишу ЗГВ. Ну, или же могу написать полностью, занимаю государственную волну. И потом пишу, что там сейчас проходит собеседование и так далее. Вот. Заканчиваю вещать, пишу ОГВ, то есть освобождаю государственную волну, и все. Так, хорошо, на этом мои вопросы окончены. Вы выключаете демонстрацию экрана, переходите, ждем итоги 1, но если будет замечено, что вы включили микрофон, все ваши баллы будут аннулированы. Обзвон на старший состав УМВД получился довольно-таки легким. Я успешно ответил на все вопросы, за исключением одной РП-ситуации, связанной с собакой. Я не знаю, насколько правильно я ответил и вообще засчитали мой ответ или нет. Но в итоге я прошел обзвон только на 8 ранг. Почему не на 9, я, к сожалению, не знаю. Вообще не понимаю, где я допустил ошибки в обзвоне. Подписчика, я не знаю, поставили в итоге, не поставили на 8 ранг, так как после обзвона он вообще не выходил со мной на связь. И я так понял, он пошел спать. А на следующий день я не знаю, поставили его или не поставили. К сожалению, этого я уже не знаю. Но, а я думаю, на этом все. С вами был, как всегда, Туманов. Еще увидимся. Всем удачи и всем пока.